Всем привет! Это первое видео моего канала, так что welcome. В этом видео хотелось бы поделиться с вами основными идеями, что меня сподвигло на создание этого канала, как я решилась. Также рассказать о темах следующих видео и, самое интересное, чему я хочу научиться через этот канал, какие навыки получить и как этот канал сможет стать полезным для вас. Ну что, начнем? Наверное, нужно начать с того, что я всегда любила писать. И весь мой Google Doc забит всякими мыслями, идеями, списками, заметками. Я могу сказать, что этот год был продуктивным для меня. Наверное, все так говорят, но продуктивным в плане именно познания себя. И все это время меня не покидало чувство, как будто во мне идет постоянная борьба того, что одна сторона меня очень скрытная, уязвимая и совсем не хочет делиться никакой информацией о моей личной жизни, о моих мыслях. Но есть и другая сторона, которая хочет отдавать, быть полезной для окружающих, поддерживать, подсказывать и быть открытой. Темные и белые стороны. Sounds like a fun. И я могу сказать с уверенностью, что я обожаю обе эти стороны во мне. Каждый раз нахожу что-то красивое, женственное и уязвимое в моей первой стороне. Как раз, как мне кажется, с помощью нее я научилась больше понимать себя, понимать, что мне нравится, что мне приятно, что меня по-настоящему радует и наполняет. А вторая сторона постоянно ставит для меня какие-то челленджи, вообще не может сидеть на месте. Давай сходим туда, давай попробуем это. А ты вообще вот это знаешь или ты вообще так умеешь? Crazy. Также немножко подтолкнула на создание канала видео одного парня, которого сейчас смотрят миллионы людей по всему миру. И что меня действительно зацепило, что он очень харизматичный, уверенно говорит на камеру. Я думаю, также себя ведет и в реальной жизни. Очень развита жестикуляция, все мышцы на лице работают так ритмично. И все это так раскованно и гармонично, что складывается впечатление, что он, наверное, всегда так умел и всегда был таким. Но потом он показал свое первое видео. Это было 4 года назад. И я была шокирована, что это один и тот же человек. Там он выглядит неуверенным, каким-то серым и точно не харизматичным. И я подумала, что эти навыки, именно навыки общения, открытости какой-то, может быть, подачи себя, их можно практиковать именно таким путем, когда ты снимаешь видео, когда ты пытаешься поделиться какой-то информацией с окружающими. И тут я подумала, что канал — это отличный способ научиться всем этим навыкам, держать себя на публике, уверенно держать себя перед камерой, может быть, презентовать себя или презентовать свою работу. То есть эти навыки будут полезными в любой сфере, как мне кажется, жизни. И также вдохновлением на канал была мысль, что ровно год назад я начала вести свой блог о кулинарии на английском. Я писала его в Телеграме, также дублировала все рецепты на сайтике. И в самом начале, когда я только начинала свой блог, или когда даже начали зарождаться первые мысли о блоге, это все казалось... Вся идея казалась настолько недостижимой и нереальной. На тот момент было не так много знаний по кулинарии или даже навыков в готовке. Но я знала, что я люблю этим заниматься и что меня это вдохновляет. Также не было даже малейших знаний и навыков фотографии. И, как мне кажется, это был самый большой челлендж для меня.
И также ведение блога на английском подразумевало, что твой словарный запас должен быть достаточным для этих целей, что ты знаешь конструкции, какие-то обороты английского языка, чтобы описывать рецепты и доносить свои мысли. К чему это я? Сейчас в моем блоге больше 60 рецептов, о чем я даже не могла мечтать год назад. И я получила навыки сразу в нескольких направлениях, чему я несказанно рада. И когда я писала сценарий к этому видео, в голову пришел вопрос, а как часто люди делают что-то новое? Как часто человек просто взял и попробовал что-то с нуля? А если он этого не сделает, то как он поймет, что он выбрал правильную деятельность в своей жизни, правильную профессию? Или, может быть, он упускает хобби всей своей жизни? Что касается меня, я могу с уверенностью сказать, что я выбрала профессию всей своей жизни и продолжаю развиваться в этом. Это программирование. Но в то же время я понимаю, что человеку необходимо развивать другие свои стороны. Принято считать, что понятие интеллект всегда связано с логикой, математикой, с какими-то расчетами. Но недавно наткнулась на книгу, что-то типа из разряда «Как выбрать профессию в своей жизни». Нашла ее у сестренки Романа. Роман — это мой муж. И вот там было выделено больше 7 типов интеллекта. Например, лингвистический интеллект — это когда у человека хорошо развиты способности, связанные с письмом, чтением, либо с изучением языков. Или телесно-двигательный — это когда человеку дается любая физическая активность, также он обладает хорошим чувством времени, либо ориентацией в пространстве. Все не буду перечислять. Там есть такие, которые ответственны за способности в музыке, искусстве, а также способности общения с другими людьми или познания себя. Таким образом, если ваша профессия в основном связана с взаимодействием с одним видом интеллекта, то есть, допустим, с логическим, а в физическом плане вы не развиваетесь, в этом случае могут начаться проблемы, начиная с того, что ты отказываешься идти куда-то с коллегами, например, поиграть в волейбол или хайкинг, то есть как своего рода нет связи с командой, и заканчивая, естественно, проблемами со здоровьем. Либо же наоборот, вы развиты физически, то есть ваша основная деятельность связана с физической активностью, но при этом вы не читаете книг, не занимаетесь умственной деятельностью, то есть никак не подключаете свой логический интеллект. В этом случае, я думаю, можно даже не продолжать. Таким образом, можно определить, какой из сфер вы не уделяете должное внимание, и, допустим, завести какое-то хобби, нацеленное на развитие конкретно этих качеств. И что классно, что можно найти занятия, в которых ты можешь тренить сразу несколько своих навыков. Например, для меня таким родом занятия являются танцы. Это и развитие физического интеллекта, также музыкального, когда тебе нужно знать ритм, чувствовать его, понимать, может быть, жанры в музыке. И межличностный, когда тебе необходимо взаимодействовать в группе. А также личностный — это самопознание, когда ты учишься понимать, что тебе нравится, что ты любишь, что тебе доставляет удовольствие. И осознание того, время, которое ты выделил для танцев, час, два, неважно, оно именно для тебя. Можно, как мне кажется, бесконечно продолжать эту тему. И что касается канала, я думаю, что это позволит мне получить тех навыков, которых мне не достает, либо просто улучшить что-то. И my point is, если есть желание что-то попробовать новое, что-то сделать, необходимо просто сесть и сделать. Не нужно ничего ждать. Я готова разделить с вами мои мысли, идеи, жизненные принципы. Я знаю, что моя семья, родные, близкие меня все очень поддерживают. И также я была бы несказанно рада, если бы хотя бы одному
постороннему человеку мои видео были бы полезны. В следующем видео расскажу о том, как мы перебрались в Америку, как это было, чем занималась и еще очень много интересных топиков. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что делать, так что увидимся в следующем видео. I'm so excited to see you here. See you next time!